Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Metallica. Она давно вошла в списки лучших групп всех времен, причем слушают американцев не только фанаты металла. Даже люди, далекие от жанра, узнают их хиты, что неудивительно, поскольку музыкантам удалось выйти из узкой ниши и стать самым коммерчески успешным коллективом в своем стиле. История создания группы началась на заре 80-х годов, когда ее участникам не было и 20 лет. Молодые музыканты занимались тем, что нравилось, и чувствовали, что им все по плечу. Недаром основатель группы Джеймс Хэтфилд, еще оканчивая школу, в планах на будущее записал «стать рок-звездой». Детство будущего вокалиста группы прошло в Лос-Анджелесе. Музыкальные способности мальчик унаследовал от матери, певшей в оперном театре. Она же привнесла в его жизнь жесткий религиозный уклад, который базировался на взглядах общины «Христианская наука» Мэри Бейкер Эдди, отрицающего всякую заботу о здоровье и медицинскую помощь. Мальчонку освободили от всех уроков физкультуры и вместо бейсбола заставили его играть на пианино. Пианино Хэтфилд ненавидел. Ноты учить отказывался, поэтому музыкальное образование вряд ли пошло ему впрок. Зато старший брат подсадил его на тяжелый рок, и вместо пианино наш герой начал усердно терзать гитару. Когда ему исполнилось 13 лет, из семьи ушел отец, а в 16 умерла от рака мать, до последнего отвергавшая медицинское вмешательство. Время шло, и в 1981 году он вместе с товарищем, ударником Ларсом Ульрихом, подал объявление в газету, что они создают рок-группу. Ларс был одержим музыкой с детства, еще в 9-летнем возрасте попав на первый в своей жизни концерт Deep Purple. Барабанщик будущей группы родился в Дании и всерьез занимался теннисом, беря пример с отца, профессионального спортсмена. Торбен Ульрих был не только чемпионом Дании и участником престижных турниров, но и увлеченным джазистом. Папа надеялся, что сын продолжит династию, но не тут-то было. Ларс чувствовал себя чужим среди благополучных детишек в розовых маечках. Именно аутсайдерство и любовь к тяжелой музыке объединили такие разные личности, как Ульрих и Хэтфилд. Дуэт пригласил басиста Рона МакГовни, знакомого Хэтфилда по его предыдущей группе. Однако на ранних стадиях существования постоянно возникали проблемы с гитаристами, поэтому уже в самом начале их сменилось несколько. Первоначально музыканты выбирали между несколькими вариантами названия, пока приятель ударника Ларса Ульриха не попросил помочь определиться с названием музыкального журнала, который планировал издавать. Среди версий была и Metallica. И Ларсу название настолько понравилось, что он убедил друга, оно для издания никуда не годится, и забрал идею себе. Так группа, играющая металл, стала называться более чем соответствующе. Отчаявшись в поисках постоянного гитариста, Ульрих поместил объявление в местной газете. Дэйв Мастейн ответил и встретился с участниками для прослушивания. Ульрих и Хэтфилд были так впечатлены оборудованием и одной лишь разминкой Мастейна, что они попросили его присоединиться к группе еще до начала самого прослушивания. Несколько месяцев спустя группа записала полноформатное демо, которое быстро привлекло внимание. А 25 мая 1982 года происходит историческое событие. Metallica впервые выходит на сцену. Группа выступила с концертом в школе, в которой учился Ларс Ульрих. В том же 1982 году американская команда «Траума» выехала из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, чтобы отыграть концерт.
В составе был басист Клифф Бертон, который играл на фортепиано с 6 лет, занимался на басу по несколько часов в день и прекрасно ориентировался в джазе и классике. Среди публики были двое волосатых юнцов – Джеймс Хелфилд и Ларс Ульрих. Они были поражены гитарным соло, но оказалось, что его сыграл басист. После концерта Джеймс и Ларс разыскали самородка и предложили ему вступить в их коллектив. Бертона как раз не устраивало, что Траuma скатывается к коммерции, и он дал согласие с одним условием – если Металлика перебазируется в Сан-Франциско. Джеймсу и Ларсу настолько не хотелось лишаться ценного кадра, что они и впрямь переехали в область залива Сан-Франциско, заменив тем самым менее профессионального МакГовни. Оказалось, что публика в Сан-Франциско уже знала все песни группы наизусть, благодаря циркулировавшей кассете с демозаписью. Одна эта кассета выступила в качестве шоковой терапии для метал-сцены сначала западного побережья, а потом и всех штатов. Металл от Металлика был неистовым, грубым и грязным. Он получил название «трэш», что означает «ломать» или «молотить». Редко когда название стиля так точно соответствует его сути. В 1983-м группа переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с новым лейблом. Во время тяжелого переезда подсевший на алкоголь и наркотики Дэйв Мэстейн вел себя все более агрессивно и вызывающе. И после драки с Хэтфилдом он был выставлен за дверь. Но уже через 2 месяца после ухода Мэстейн образовал в Лос-Анджелесе группу Megadeth, которая позже достигла огромных успехов. Тем временем в Металлика вписался новый гитарист Кирк Хэммет. Группа отправилась в Рочестер, в штате Нью-Йорк, чтобы записать свой первый альбом, который имел первоначальное название «Стряхни металлом свою задницу». Но из-за конфликта с издателями и продавцами был переименован в «Убей их всех». Вышло не намного дружелюбнее. Альбом продавался не слишком бодро, но фанатов заметно прибавилось. Второй альбом содержал медленную балладу с акустическими вкраплениями, что сразу выделило группу из ряда бешено молотящих групп трэш-металла. После пары концертов в лондонском клубе «Марки», выступления на фестивале в Донингтоне и 5-недельного турне по Европе в качестве хедлайнеров музыканты обнаружили, что им теперь вполне под силу раскачать 70 тысяч зрителей. Альбом привлек внимание крупных звукозаписывающих компаний. Специалист по артистам и репертуару Elektra Records в сентябре 1984 года побывал на концерте Металлика и предложил им контракт. Первой пластинки на новой фирме был альбом 1986 года. В отличие от первых двух, он писался долго, почти 4 месяца. Запись проходила на родине Ульриха в Копенгагене. С тех пор перфекционизм и дотошность группы стали притчей во языцах. Если барабанщик сбивался хоть на йоту, его партия перезаписывалась полностью. Хэтфилд же сделал доброй традицией прописывать гитарную партию несколько раз. Другие пионеры трэша делали ставку в основном на злобность и скорость. Со злобностью у Металлика было все в порядке, но теперь они стали делать ставку не на скорость, а на ритмическую и композиционную сложность. Тоже касалось и текстов. Если остальные металлисты пели о девках, маньяках и сатане, то Хэтфилд придал агрессии трэша более достойное воплощение. Его тексты стали затрагивать социально-общественные проблемы.
Ярким примером вышесказанного стала блестящая и навороченная одноименная композиция альбома, из музыки которой вполне можно было бы слепить не меньше 4 разных песен. Название песни можно перевести как «хозяин марионеток» или «кукловод». Текст явно повествует о разрушительном и подчиняющем действии наркотиков. Вообще большинство песен альбома объединяет тема манипуляции людьми, будь то солдат из бессмысленной военной бойни или безвольный пациент психбольницы. Пластинка вышла в феврале 86-го, и стало понятно, что даже не напиши Металлика больше ничего, ее место в рок-пантеоне было обеспечено. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Это был период, когда парни пили алкоголь, предпочитая его еде и утверждая, что в нем содержится куда больше калорий. И во время гонки с холма на скейтборде Джеймс Хэтфилд сломал запястье. Так что во время выступлений ему пришлось только петь, а за гитару взялся гастрольный техник Джон Маршалл. Ему придется делать это снова, когда в 92-м Хэтфилд получит на сцене ожоги левой руки из-за неудачного взрыва пиротехники. 21 сентября Металлика отыграла концерт в лондонском зале Hammersmith Odeon. После концерта последовала пьянка, и никто не мог вообразить, что это последний вечер, когда Клифф Бёртон пьет вместе с группой. 6 дней спустя, на пути из Стокгольма в Копенгаген, музыканты играли в карты, чтобы поделить неудобные спальные места в автобусе. Клифф вытянул туза пик и выиграл себе место Хэммета, который отправился спать на сиденье в начало автобуса. Как оказалось, спальное место было роковым. Водитель не справился с управлением, автобус рухнул с насыпи на бок и перевернулся несколько раз. Ульрих, Хэммет и Хэтфилд не получили серьезных повреждений, а Клифф Бёртон наполовину вывалился из окна и был задавлен автобусом. Вызвали кран, но когда автобус поднимали, цепь сорвалась и автобус снова упал на несчастного басиста. Так что на этот раз он уже точно не имел шансов выжить. Музыканты доехали до гостиницы и до беспамятства напились в баре, пытаясь заглушить боль от потери друга. Ошеломленные музыканты не знали, что делать дальше. Решив, что сам Клифф пожелал бы продолжения карьеры группы, с благословения семьи погибшего товарища они начали искать ему замену. Через 43 дня после трагического события Металлика уже были на сцене. На басу вместо Клиффа играл Джейсон Ньюстел, который был выбран из нескольких десятков кандидатов и прошел обряд инициации, съев горький шарик васаби. Однако его жизнь в коллективе не задалась. Участники группы вымещали на новичке гнев, в который трансформировалась скорбь от потери. Вскоре они записали мини-альбом, чтобы опробовать новую построенную ими студию и оценить талант Ньюстеда. Первый же полноценный студийный альбом
записанный после смерти Клиффа, был выпущен в 1988-м. Басовая партия Ньюстеда едва слышна на альбоме, и многие фанаты предположили, что это было сделано намеренно в качестве реакции на смерть Бёртона. Название альбома Хэтфилду навеял фильм, который так и назывался «И правосудие для всех», и клеймил всю продажную американскую систему правосудия. На фоне этих трэш-симфоний особенно выделялась композиция «1». Текст к ней был написан Хэтфилдом под впечатлением от романа Трамбо «Джонни берет свое ружье», в котором рассказывалось о солдате Первой мировой войны, который потерял все конечности и органы чувств. Now that the war is through with me, I'm waking up and cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now. Oh, my breath is I wish for day. Альбом вызвал восторг среди критиков, и в 1989 году группу номинировали на Грэмми как лучшую в стиле Hard and Heavy. Металлика уже потирала руки, как приз неожиданно присудили Jethro Tull. Группе, безусловно, замечательной во всех отношениях, но имеющей к тяжелой музыке весьма косвенное отношение. Сами джетротальцы даже не явились на церемонию награждения, посчитав, что им ничего не светит. И когда Металлика все-таки получит долгожданный Грэмми, Ларс Ульрих ехидно поблагодарит Jethro Tull, что они не выпустили в этом году альбома. В 91-м Металлика выпускает альбом без названия. Обложка была черной, с изображением змеи в правом нижнем углу и логотипом группы в противоположном. Запись была долгой, дотошной и утомительной. Говорят, что альбом был полностью перемикширован 3 раза. Когда группа пошла отметить окончание работ в бар, все пили молча, настолько измотала их запись. Первый сингл альбома – ужастик о песочном человеке, который сыплет песок в глаза детям, не желающим спать. Хотя и был построен на одном рифе авторства Хэммета, в целом отвечал старому имиджу группы. А вот 2 последующих сингла удивили. Конечно, баллады Металлика писала и ранее, но они по MTV почему-то не крутились. Поэтому и для масс как бы не существовали. К тому же к новой балладе Хэтфилда под названием «Непрощенный» Ульрих предложил другой подход. Если раньше баллады группы начинались с тихого куплета, а потом шла тяжелая часть, то теперь все сделали наоборот. Песня повествовала о человеке, который всегда был вынужден подчиняться другим и никогда не проявлял своего «я». Песня сопровождалась запоминающимся клипом, где мальчик, постепенно старея, замуровывал себя в какой-то катакомбе. Позже тема изоляции и изгоев будет продолжена в песнях «Непрощенный 2» и «Непрощенный 3». Кроме того, в этой песне Хэтфилд чуть ли не впервые сменил свой рык на мягкое пение. Кстати, когда Джеймс сорвал голос, продюсер направил его к преподавателю по вокалу. Хэтфилд шел на них с иронией и недоверием, но впоследствии признался, что именно эти уроки спасли его связки. Еще больше вокал и внутренний мир Хэтфилда раскрылись на второй балладе, которую позже будет терзать на струнах не один подросток. И этот подросток знает, что композиция «Остальное неважно» начинается с перебора на открытых струнах. Перебор этот родился случайно, когда в одном из канадских отелей Хэтфилд говорил по телефону, а свободной рукой дергал 4 струны.
В этом нехитром переборе было что-то, заставившее Хэтфилда положить телефон и разукрасить мелодию переборами похлеще. Так как песня была написана во время турне, в ней выразилась тоска Джеймса по его девушке. И в 90-х все больше фанатов стали критиковать группу за то, что она, по их мнению, сделала огромный шаг в сторону коммерциализации своей музыки. У фанатов альбом вызвал неоднозначные чувства. Одних он восхитил, другие решили, что для металла Металлика умерла. Зато широкая общественность решила однозначно, это лучший альбом Металлики. Он перевел коллектив из статуса культовой для избранных в статус супергруппы. После почти трехлетнего турне в поддержку альбома они вновь отправились в студию для создания и записи своего 6-го студийного альбома. Группа потратила около года на написание и запись новых песен, составивших альбом 96-го года. На ранних стадиях работы предполагалось, что альбом будет двойным. В конце концов было решено, что лучший вариант выпустить сначала половину песен, продолжить работу над остальными и выпустить их в следующем году. Эти альбомы представили существенные изменения в музыке группы. Скоростные темпы предыдущих работ были сменены медленным блюзовым звучанием гитар. А в некоторых песнях использованы новые инструменты, включая колесную лиру. С 7 марта 1999 года мэр Сан-Франциско Уилли Браун объявил в городе официальным днем Металлика. Месяцем позже группа записала 2 концерта с симфоническим оркестром Сан-Франциско, в то время дирижируемым Майком Каменом. Камен предложил группе идею комбинирования музыки группы с симфоническим оркестром. Он и оркестранты сочинили дополнительный оркестровый материал для нескольких песен группы. Запись, аудио и видеосъемка концерта были выпущены в ноябре того же года. Группа планировала вернуться в студию в 2001, однако Ньюстед покинул группу. Как он сказал, из-за физического вреда, который он нанес себе за годы игры музыки, которую он любит. Однако из последующих интервью с Ньюстедом и оставшимися участниками Металлика стало известно, что желание Ньюстеда выпустить запись своего проекта и отправиться с ним в турне и упорное сопротивление этому Хэтфилда стали основными причинами ухода басиста из группы. Также одно из интервью раскрыло тот факт, что подшучивание над Ньюстедом как над новичком, начавшееся с момента его прихода в группу, не прекратилось со временем. Плюс ко всему, у Ньюстеда никогда не было статуса партнера в написании песен, который был у Клиффа. В июле того же года Хэтфилду пришлось пройти курс реабилитации в связи с алкоголизмом и другими вредными привычками. Около года Металлика почти ничего не делала. Ларс Ульрих и Кир Хэммет первое время всерьез считали, что с группой может быть все кончено. В конце концов Джеймс вернулся, но работал лишь по 4 часа в день. Остальное время проводил со своей семьей. Медленно Металлика сочиняла и записывала материал для своего нового альбома. На место Ньюстеда пришел мексиканец Роберт Трухильо. Новый музыкант органично вписался в состав и помимо игры на инструменте исполнял основную партию бэк-вокала. Вскоре дебютировал 8-й студийный альбом, занявший первые места в чартах.
Будучи намеренно сырым и неотшлифованным альбомом, он был сурово раскритикован фанатами. Сырое звучание записей, гибкость высоты вокала Хэтфилда, металлическая подзвучка ударных Ульриха и полное отсутствие гитарных соло получили отдельную критику. Несмотря на все это, альбом выиграл премию Грэмми за лучшее метал-выступление. В 2006-м Metallica на своем официальном сайте анонсировала, что после более 15 лет сотрудничества с группой Bob Rock, который продюсировал все альбомы с 1991 года, не будет принимать участие в записи следующего альбома. Теперь Metallica работает над новым альбомом с продюсером Риком Рубином. И вскоре они выпустили кавер-версию песни Эннио Морриконе в совместном трибьют-альбоме, который вышел в 2007 году. Композиция открывала концерты Metallica более 20 лет, но была оригинальной аранжировкой и всегда проигрывалась из записи. В новой версии сама группа исполняет ее в новой интерпретации, основанной на гитарах. Долгожданный 9-й студийный альбом вышел в свет в 2008-м. В общей сложности он занимал первые строчки хит-парадов в 32 странах мира. В 11-м на официальном сайте появилась информация о новом материале, ранее называемом секретным проектом. Этот проект включает в себя 10 песен, записанных с участием Лу Рида. Совместная пластинка получила название «Лулу» и была вдохновлена пьесами немецкого поэта-экспрессиониста Франка Ведекинда «Дух земли» и «Ларец Пандоры». В 13-м Metallica стала второй группой в истории, сыгравшей концерт в Антарктиде, а также побила собственный рекорд, сыграв на всех 6 континентах планеты Земля в течение 1 года. Однако интервалы между релизами с годами увеличивались. И теперь вместо 2-3-летней паузы альбомы разделяли 5-8 лет. Так, следующая пластинка вышла лишь в 2016 году и стала 10-й в дискографии. Новую музыку кумиров фанаты ждали много лет, поэтому никто не удивился, что дебютировал альбом на первой строчке американского Billboard. Несмотря на ограничения, в 2020 году музыканты активно общались с поклонниками через видеохостинги и социальные сети, транслируя архивные записи. К концу лета был подготовлен еще один совместный концертный альбом группы и симфонического оркестра. Пластинка дебютировала на 4-й строчке в рейтинге Billboard, и благодаря этому достижению Metallica побила новый рекорд. Ее альбомы попадали в топ-10 на протяжении 5 десятилетий подряд. Чем дольше затишье, тем более грандиозное возвращение. Так охарактеризовали поклонники группы выпуск нового сингла. Более того, 2023 год для участников Metallica проходил в гастролях. Музыканты представили на суд фанатов новый 11-й по счету альбом после 7-летнего творческого перерыва. Смысл названия музыканты объяснили тем, что 72 сезона – это первые 18 лет жизни человека.
который имеет решающее значение в его развитии и становлении как личности. Уходить на пенсию Металлика явно не планирует. Да и вообще они продолжают писать музыку и даже во время пандемии пытались наверстать упущенное. Так что метла хоть и старая, но метет по-новому, сметая на ходу барьеры и стереотипы. И по словам одного из критиков, Металлика — единственная хэви-метал группа, которую может слушать добропорядочный взрослый человек, не чувствуя при этом, как его коэффициент интеллекта неудержимо стремится к нулю.